Приветствую всех любителей бокса. Дорогие друзья, решил записать несколько видео, чтобы поделиться, как мне кажется, гениальным соображением по поводу того, как бить сильно и как тренировать сильный нокаутирующий удар. Я 12 лет занимался боксом, затем тренировался в свободное время, затем у меня был небольшой перерыв, пока мой сын не начал заниматься боксом, и мне снова пришлось вспоминать нюансы того, как бить и как учить бить. И тут мне открылись вещи простые и логичные. И я увидел, что принципы, на которые обратил внимание, применяют лучшие боксеры мира, которые приводят к лучшим нокаутам. Но на что я также обратил внимание, что никто просто и внятно не объясняет этих принципов, которые являются основными для утяжеления и усиления удара. Можно подумать, что эти принципы скрывают. Но я склоняюсь к мнению, что их просто не замечают. Так как всех нас учат классическим вещам, его просто не видят. А может и считают не совсем правильным. А если его не видят, то его не смогут ни научить, ни тренировать, ни применять. Это видео, скорее всего, для профессионалов или тех, кому не надо объяснять азы. Сразу хочу оговориться, что думаю, неправильных ударов не бывает. Если вы попадаете, роняете соперника, значит удар правильный. А в этом видео я буду объяснять принципы, увеличивающие силу удара. В этом видео, дорогие друзья, я бы хотел показать тот принцип, о котором я говорю, на примере правого прямого удара. Правый прямой — это наш один из самых сильных ударов, один из самых нокаутирующих. И тот принцип, о котором я говорю, то, что я хочу вам показать, он как раз таки применим именно для усиления ударов. В принципе, он для усиления любого удара пойдет, но как бы основное применение, я так думаю, для ударов тяжелых, тоннажных, нокаутирующих. Так вот, на примере нашего правого прямого удара я буду это показывать. А для того, чтобы было понятнее тот принцип, о чем я хочу сказать, чтобы было более явно, что я имею в виду, я бы хотел вспомнить то, каким образом нас учат сегодня, нас раньше учили этому, основные принципы, по которым мы как бы учились делать этот правый прямой. Так вот, один из первых принципов это способы, это просто удар, когда мы стоим на двух ногах, когда вес тела между двух ног находится, и мы просто разворачиваемся и бьем правой рукой. Вот, развернулись и ударили. Развернулись и ударили. Сила этого удара зависит от того, чем мы сильнее развернемся, чем мы быстрее развернемся, и чем у нас рука сильнее, само собой. Это первый принцип. Здесь наша сила удара состоит из разворота и из удара. Есть другой способ, который показывают также многие наши именитые боксеры и тренера, когда мы делаем то же самое, но с переносом тела на переднюю ногу. Мы стоим в стоечке, разворачиваем тело, бьем рукой и переносим вес тела с двух ног на переднюю ногу. Выглядит это вот так. Стояли между двух ног и перенесли вес тела на вторую. Стояли на двух ногах и перенесли вес тела на левую ногу. Соответственно, как я думаю, и я думаю, это вам тоже очевидно, второй способ, он он сильнее, чем первый. Почему? Потому что в первом случае только разворот тела и руки, во втором случае разворот тела, руки и перенос тела. Что у нас получается? Мы переносим вес тела, мы бьем не только разворотом, мы бьем также и телом. Вот этот момент, когда мы переносим вес тела, мы усиливаем наш удар. Вот были здесь, перенесли тело и помогли руке всем ударом телом. Подводя итог, из двух способов ударов, как я думаю всем очевидно, второй удар с переносом веса тела, он намного мощнее. Потому что в первом случае участвует только разворот тела, рука, нога, это все понятно. В основном разворот тела, во втором случае разворот тела усиливает
перенос веса тела. И само собой на этот перенос тела наш удар усилится. Поэтому я предлагаю двигаться именно в этом направлении и искать усиление удара именно пользуясь переносом веса тела. Теперь перейдем к главному принципу, на который я обратил внимание, которым мне хотелось с вами поделиться. В чем он заключается? Принцип элементарно прост. Это перенос веса тела с двух ног, как в первом случае, на одну ногу, но с небольшим дополнением. Перенос веса тела, в моем случае, я предлагаю делать не с двух ног на переднюю ногу, а с двух ног прямо до соперника. Как это будет выглядеть? В первом случае, когда мы переносим вес тела на переднюю ногу, сама эта конструкция и в нашем воображении, и в реальности, и в способе ее тренировки нас ограничивает именно в этом моменте, что мы, набрав всю эту силу, сгенерировав всю эту мощь, всю эту силу мышцами, движениями, мы останавливаем себя в этом моменте. Мы взяли всю силу, переносим тело на ногу, и до этого момента, как до этой точки, сила только развивается, сила усиливается, но здесь, в этой точке, эта сила останавливается. Мы сами ее останавливаем, таким образом, вот этой конструкцией, наша сила пошла, и вот она здесь остановилась. Почему она останавливается? Потому что она тормозится здесь, потому что мы сами себя ограничиваем вот этой точкой. Мы тренируем так ее на лапах, на мешке, и когда бой с тенью делаем, мы это бьем так. И поэтому вот вся сила, которую мы здесь зарядили от ноги, от руки, от разворота, от переноса тела, у нас останавливается в этой точке. Что я предлагаю? На что я обратил внимание? Что весь этот перевес тела не обязательно останавливать в этой точке. И его можно послать еще дальше. Каким это образом можно сделать? Как это будет выглядеть? Это будет выглядеть просто, это будет выглядеть так. Мы делаем то же самое, как в случае с переносом тела на переднюю ногу, но переносим вес тела не на переднюю ногу, а переносим вес тела до соперника, до противника, до контакта. Мы делаем это не вот так, не останавливаемся здесь, а мы это делаем вот так. Переносим сюда, на соперника. Я утрирую, поднимая ногу, чтобы просто был понятен принцип. Мы собираем вес тела и отправляем его в свободный полет. Берем тело и отправляем. Взяли вес тела и отправили. В чем здесь разница? Разница в том, что всю массу тела мы направляем, вкладываем удар. И этот удар не тормозится нашим телом. Нам не нужно прилагать усилия, в первую очередь, для остановки этого удара. И мы просто не тормозим этот свободный полет, который летит прямо, как Супермен, в сторону соперника. Мы взяли силу, то есть взяли вес тела и толкнули его туда. Вот. И здесь он остановился. Посмотрите, какая разница будет. Я делаю вот так, останавливаю. Да, сильный, хороший удар, но ограниченный. Во втором случае он не ограниченный. Сила идет туда без остановки. Здесь, по крайней мере, моя конструкция моего тела, моими усилиями никак не останавливает этот удар. В отличие от этого удара, здесь если я торможу, во втором случае никакая сила, этот свободный полет, эту свободную силу, вложенную туда, не останавливается. Она останавливается только там, где она, по нашему желанию, должна остановиться. Только на теле соперника, на мешке, там, где угодно. Мы собрали вес тела и отправили его сюда. Вот это главный принцип, который я сейчас еще несколько раз покажу, чтобы было понятно. Берем, отправляем тело, и нас не тормозит. Вот.
Собрали всю энергию тела и отправили сюда. Это может выглядеть вот так. Это может просто выглядеть вот так. Не держим мы тебя здесь правой ногой. Это может выглядеть вот так. Здесь раздвинем, дальше пошли. Это может выглядеть вот как пирог делать, чтобы наподобие. Вообще с длинной дистанции. Отсюда послал. Так тоже. Это уже может выглядеть, и вы можете принять как угодно. Это смысл не в том, как принять, а смысл в принципе. А принцип в чем? Принцип в том, чтобы всю эту энергию, всю эту инерцию вашего тела не останавливать, а запустить ее в свободном полете до точки соприкосновения с чем угодно. С челюстью, с перчатками. Вот представьте, 50 килограмм человек, маленький. Вот сильный парень будет, какой бы быстрый, резкий, выстрелит он, да, понятно. Здесь тоже. Это не будет настолько мощный удар, если он соберет все свои 50 килограмм и бросит туда. Вот он здесь собрался и бросил 50 килограмм. Вот представьте, просто элементарно возьмите, толкните вот так мешок. Или даже вот так толкните мешок. Или теперь вот так толкните мешок, как я предлагаю. Какой будет эффект? Само собой, тот вариант, который предлагаю, будет намного сильнее, потому что здесь участвует вся инерция вашего тела, вся масса вашего тела, она участвует в этом ударе, она участвует в этой инерции, и вы ее не останавливаете. Она ее останавливает тот, кому вы ее послали. Так вот, еще раз. Основной принцип того, что я хочу сегодня показать, это перенос массы тела прямо до противника. Без всяких промежуточных остановок, без всяких промежуточных преград. Сейчас я попробую в перчатке это сделать, чтобы приблизительно показать, как это выглядит более-менее приближенно практике. Такой. Вот мы запускаем все тело и останавливаемся только в конечной точке. Да выйдет вот так. Вот я не прикладываю больших усилий, я не прикладываю большой скорости. Вы можете видеть даже, просто видеть, даже не ощущая удар. Видно даже, что этот удар очень тяжелый и очень такой неприятный. Даже если бить по перчаткам, они могут пробивать и доставить много неприятностей противнику, даже через перчатки. Просто потому, что здесь бьет все тело. И ничего не останавливает, кроме перчаток, кроме защиты, кроме, я не знаю, челюсти самого соперника. Вот еще раз. Вот так. Вот здесь оно так идет. И очень в скорости абсолютно не проигрывает. Единственная опасность, что возможно мы немножко промахнемся. Ну, тут надо уже выбирать. Иногда можно рискнуть своей безопасностью, иногда в целях, конечно, того, чтобы добиться большего результата. Мы можем бить много раз, но не сильно, а может быть ударить один раз сильно и закончить бой. Вот таким образом. Я уверяю вас, очень чувствительно, очень даже для кулака больно. Хотя скорости не прилагаю никакой, но сила чувствуется. Еще один хороший момент в пользу такого вида удара, что мы, так сказать, своим весом подгружаем соперника, даже если мы не пробили, даже если мы не нанесли такой удар ударом, мы где-то можем уже, даже если это будет, я не знаю, как двух рук, может быть, там где-то уже можем мы ложиться на него, просто подгружая своим весом, уже просто держать его в такой какой-то немножко в усталости, где-то, чтобы на него давить, ложиться на него, просто своим весом ложиться прям где-то. Ну, конечно, сам надо делать с умом, понятно, но вот такой момент. Это был главный принцип. Следующий пункт нашего правого прямого – это начало самого движения, начало самого удара.
Обычно нам показывают правый прямой, вот так, из такого статического положения, просто вот так. Но на самом деле мы все знаем, мы все так бьем, то, что я покажу, мы все делаем, но как бы мы не придаем значения тому, что удар и набирание силы для удара начинается именно здесь, именно в шаге, именно в этом движении. Это наш шаг первый. Мы никогда не бьем удар, прямой удар. А обычно это бывает или с шага, или с челнока, или с челнока, или с шага, или с каким-то, или с ударом, или защитным каким-то действием, или с каким-то прикрывающим действием, обманным каким-то действием, или сюда, или с уклоном, может быть. Всегда идет через шаг. Первое движение для нашего правого удара — это шаг передней ногой. Шаг. И поэтому, когда мы тренируем этот удар, обязательно нужно тренировать через эту ногу, чтобы у нас это засело в нашей всей психике, в нашей моторике нашего тела. Шаг, удар, шаг, удар. Движение разгоняется именно здесь. Шаг, и уже пошло действие. Шаг, и уже пошло действие. Шаг, уже пошло действие. Поэтому и его надо тренировать именно так. Или с ударом каким-то, или шагом просто. И это не просто шаг. Сейчас еще следующий момент пойдет, тоже очень важный. Я сейчас о нем расскажу тоже. Но сначала, почему нам нужно тренировать именно шаг, начиная с шага? Потому что мы наш правый удар можем бить или через левую ногу, опираясь на левую ногу, или опираясь на правую ногу. Я так предполагаю, мне так кажется, что сильнее удар получается через левую ногу. Потому что, если, что я имею в виду? Если мы через правую ногу, вот так, допустим, вот так, если люди бьют, допустим, вот так, да, шагают и разворачиваются и толкаются правой ногой. Но, во-первых, это неудобно. Разворачиваться и толкаться одновременно этой ногой неудобно. Можно делать шаг, но все равно это не очень удобно. И я думаю, не очень далеко это получается. Ну, кто как привык, это уже кому как угодно. А я предлагаю делать именно через левую ногу. Потому что, во-первых, это будет на этой ноге опираться. Это что-то подобие шеста будки. Мы на него опираемся и летим до нашего соперника. И как раз здесь мой принцип применяется на все 100%. Оперлись на нее, и вот мы на ней летим туда. Оперлись или оперлись, не знаю. Сталь на нее, и рука пошла туда. Сталь, и все тело через него, как через шест у прыгунов шестом, оно вот туда и летит, куда нам надо. Вот сталь ставим здесь, можно поставить, и понесло туда. Ставим здесь, и понесло. Это нам также обеспечивает, как сказать, преимущество в дистанции, потому что здесь мы намного мобильнее. Даже если не нужно бить, сокращать дистанцию, это можно просто здесь. Просто удобно. Раз, на ней ноги стоим, этой ногой толкаемся. Если это далеко, мы можем использовать как момент, который у нас приблизится к этому. Вот так. Так, это второй момент. Третий момент. Третий момент – это принцип рывка или принцип взрыва. Что это такое? Это когда тело из статического состояния переходит в движение на очень большой скорости. Как это выглядит? Тело не двигается, тело начинает двигаться. Тело не двигается, тело начинает двигаться. В принципе, это и есть начало удара. За счет чего это обеспечится? За счет сильных тренированных мышц. Чем сильнее тренирование мышцы, тем взрыв будет сильнее. Но так как само по себе это движение очень энергозатратное, в боксе естественным путем появились много способов обходить это. Один из них это подготовительные движения или разгоняющие движения перед ударом. Вот прежде чем, допустим, провести правый прямой, мы немножко тело разгоняем, или с челноком, или с шагом уже мы разгоняем немножко тело, и потом уже у нас происходит взрыв и удар. Разгоняем, взрыв и удар. Разгоняем, взрыв и удар. Но вот этот взрыв как раз таки, за счет чего он происходит?
многие не понимают. Почему? Потому что за счет того, что многократных повторений, мы как-то научились его делать. Мы как-то научились. Здесь вот бьем левой рукой. Какой-то момент есть, что-то мы там чувствуем. А каким образом, как бы никто туда не заглядывал, никто не обращал внимания. И, можно сказать, не совсем понятно. Все говорят, должен быть взрыв, должен быть рывок, там, как, но как точно никто не обращает внимания. А на самом деле это все довольно просто. На самом деле это все происходит из-за того, что мы используем такой механизм, который все мы тренируем, который все мы применяем постоянно в жизни, и в беге, и вот на скакалке вот мы прыгаем. Это использование наших сухожилий. Сухожилие – это часть нашего опорно-двигательного аппарата, который соединяет мышцу с костью. И чтобы мышца не порвалась, сухожилие обладает определенной эластичностью, что в свою очередь позволяет нам немножко вот так пружинить, что-то наподобие. Ее естественная особенность – это как у резины. Она растягивается, может растягиваться и возвращается в свое положение. Что это нам дает? Это нам дает своего рода естественную пружинку в нашем теле. Мы вот можем вот прыгать, сил не затрачивать. Если бы мы каждый раз толкались бы мышцами, это бы отнимало много сил. А так, за счет сухожилий мы вот прыгаем, здесь хоть 3 часа можно прыгать и не устанем. Почему? Потому что сухожилие само по себе, оно, это не мышца, оно не сокращается, оно просто пружинит. Просто как, я не знаю, какая-то механическая часть нашего тела, которая сама по себе не устает. Мышцы могут устать, да, сухожилие само, оно не устает. Она такая естественная резинка. Поэтому этот механизм мы можем очень хорошо использовать. Каким образом это может быть возможно? Например, удар. Прежде чем произойдет взрыв, мы можем эту пружину зарядить. Мы ее зарядим, и ее естественная способность возвращаться на место нам обеспечит этот взрыв. И так как любая пружина, как любая резина, чем сильнее ты сдаешь пружину, чем сильнее она выстрелит, чем сильнее ты растянешь резину, тем быстрее она пытается вернуть свое место. Здесь мы можем добиться такого же. Чем сильнее мы зарядим эту пружину, тем сильнее она выстрелит. Что значит? Мы можем просто своим весом и небольшим усилием заряжаем эту пружину. Заряжаем эту пружину, и она выстрелит туда, куда нам надо. Допустим, например, левый-правый. Да? Мы делаем шаг. И не просто мы шаг делаем, а мы садимся туда. Мы ее загружаем в нашу пружину. Раз, и она нас толкнет туда. Вот смотри, я сейчас без усилий, только чисто на одном вот этом пружине попробую сделать вот этот правый прямой. Вот я делаю шаг, и вот она меня несет уже. Я вот зарядил, и она меня туда выносит. Зарядил, и она выносит. Поэтому движение левого удара и плюс вот эта пружина нам уже может обеспечить очень хороший взрывной момент. Или мы можем это сделать одной ногой, или можем сделать даже 2 ногами. Это будет еще сильнее. 2 ногами с челнока прыгаем, раз, сели, вот наша эта пружина, раз, она нас вынесла. Эта пружина, присели, прижали мы ее, и она нас вынесла. Это первая часть. Но у нас эти пружины по всему телу. Вот мы делаем шаг пружины, да, допустим, пружину, и у нас понес. Можно использовать пружину еще одну, допустим, вот такую. Что-то имитируешь наподобие уклона. Имитирую, вот еще одна пружина. Вот такое. И пружина ноги, и пружина тела. Пружина имитации уклона. Раз, отсюда. Вот еще одна. Еще усилится. Раз, отсюда. Или можно, допустим, вот эту пружину сделать. Да, как будто бьем левый, и вот отсюда она идет. Тоже дергается. Вот эти все пружины, они сил не отнимают, но придают взрывности нашему движению. Или, я не знаю, как это назвать. Нам дают что-то наподобие такого мгновенного ускорения без применения мышц, без применения огромных физических затрат. Так вот, можем это сделать
отсюда сделаем, можем сделать с двумя ногами отсюда. И все это пружины, которые мы просто своим телом, весом своего тела сжимаем и небольшим усилием мышц. Вот мы стояли и просто мы дали телу упасть на эти пружины. Тем самым растянув их, и они сами потом красиво выстреливают, что мы уже потом подхватываем и дальше несем. Вот мы стояли, да, упали на них, они сократили их, раз, и они выстрелили туда. Мы упали и выстрелили. Или шаг. Или вот сюда. Здесь это. Это все, вот эти все рывки, вот эти все, это пружина. Допустим, вот еще один такой пример. Вот смотрите, как работает. Вот это сухожилие, допустим. Да? Вот я сейчас руку назад толкну, и она сама пойдет назад. Вот она идет назад. Вы можете сказать, так не бьет никто. Я скажу, очень даже бьем. Когда мы бьем, допустим, вот такие удары, мы делаем то же самое, только мы не руку откидываем назад, а мы тело двигаем вперед. Мы тем движением, когда подъем тело вперед, мы растягиваем сухожилие, и получается у нас удар. Или отсюда, или отсюда. Все это как раз работает, само собой, все вместе, но и сухожилие здесь играет свою роль. И зная этот механизм, что он существует вообще, намного легче добиться вот этого взрыва, где ты можешь прижать ножками, да, толкнуться назад или прикинуться. Это дает очень сильный толчок, очень сильный импульс, который не забирает абсолютно сил. Единственное, что нам нужно его знать, и просто его, когда тренируем, его просто делать. Просто тренировать, когда мы тренируемся. Чтобы мы знали, что эта пружина существует, чтобы мы ее осознавали, и чтобы мы ее просто применяли, и все. А когда мы делаем просто один и тот же удар, не понимаем, кто-то, может быть, нарвется на этот момент, кто-то его почувствует, кто-то не почувствует, кто-то всю жизнь будет бить и не будет понимать, почему нет взрыва, а почему у него есть взрыв. А оказывается, ларчик открывался просто. Оказывается, есть такой механизм, как сухожилие, который можно применять и которым можно пользоваться. Следующим в нашем правом прямом это разворот тела. Здесь особо много не о чем говорить, потому что здесь все ясно. Мы производим разворот благодаря толчку задней ноги, производим разворот тела, благодаря которому и происходит перенос веса тела. Толкаемся ногой и разворачиваемся. И разворачиваемся. Благодаря задней ноги, толчку, разворачиваемся и переносим тело туда, куда нам надо. Единственное, что здесь можно было бы говорить, что главное здесь не перекрутить и не докрутить. Потому что если мы делаем удар и не докручиваем, мы как раз на вот это расстояние, которое мы не докрутили, воруем у себя силу удара. Или же, если мы, разгоняя всю эту силу, начиная с удара, взрыва, мы продолжаем всю эту силу развивать в направлении соперника. Если мы, когда уже дошли до точки, где нужно остановиться, еще что-то придумаем, сейчас много всяких таких, которые показывают всякие зихера, которые надо делать, причем, то мы также воруем у себя силу удара. Вот в последний момент здесь раз что-то закрутим, сейчас много всяких интересных вещей показывают, которые только мешают. Так что в отношении разворота это, я бы сказал, и все. Теперь толчок задней ноги, который и начинает наш разворот, который и начинает, по сути, сам перенос тела. Что у нас происходит? Задняя нога делает толчок и начинается разворот тела. Логическое завершение разворота тела, толчок, цель. Толчок, разворот, цель. Что делаем мы? Или как мы привыкли это видеть, как мы привыкли это тренировать и понимать? Мы делаем вот что. Пошел толчок, толчок. И в последний момент, когда мы должны встретиться с целью, мы делаем следующее. Мы делаем толчок и такую вещь. Толчок. И мы делаем точку, такую остановку.
Вся сила, весь вектор силы, который мы отправили к противнику, мы делим на две части. Одну отдаем противнику, другую отдаем полу. Вся сила, которую мы направили туда, немножко мы сейчас своровали и отдали полу. Получается такая вещь. Раз, то есть нет, вот так. Толчок. Вот. Получается очень энергичное движение. Да, но это движение энергичное в нашем теле. Вся тело остается, вся эта энергия разворачивается в нашем теле. Получается очень энергичное, красивое действие. Но мы таким образом всю энергию оставляем в себе, а не отдаем противнику. Вместо того, чтобы развернуться и отдать противнику, мы ее разворачиваем и даем пол. И оставляем в себе. И получается очень красиво. Но с оборованием себя. Это если сделаем мы шагом. Если мы делаем это на челноке, то получается следующее. Мы делаем жог. И по идее должны сделать следующее вот такое. А мы делаем вот так. Жог. И вот так. Опять же, часть силы, которую мы развили, мы отдаем в пол. Раз, два. Вот это вот. То, что мы отдали в пол, то, что мы вбили в пол, то силу, которую мы потратили, чтобы сделать вот это, мы забрали в своего удара. Когда мы могли толкнуть ее противнику, мы ее часть отдали противнику, часть разделили с полом. Так что и на вот эти моменты мы себя, получается, обворовываем. Или так, или так. Я утрирую сейчас, конечно, движение. На самом деле это выглядит не так утрированно, но в принципе то же самое. Что я предлагаю делать, это не терять, вернее, не делать этой точки здесь, не делать этой точки здесь. А делать это вот так. Если мы бьем на одной ноге, это будет выглядеть так. Будет точка там, здесь точки не будет, здесь силы не будет. А если это с челнока, тогда это будет выглядеть так. Челнок и сюда. Выглядит почти то же самое. Но силу туда я не отдаю. Сила идет вся туда. Раз, два. Здесь просто ножка остается, можно сказать так, она на воздухе, или просто чтобы не дать мне развернуться здесь. Главное, пошла туда точка. Я сейчас попробую выбрать перчатку. Может быть, так будет более наглядно. Опять получается раз, два. Уже толчок пошел. Зачем еще раз делать? Когда можно делать? Вот толчок пошел. Раз. Пошел толчок. Пошел уже толчок. А мы делаем раз, два. Это два. Не надо делать. Надо делать просто так. Раз, два. И только туда нога идет. Все. Или если это с челнока, тогда делается так. Раз, два. Конечно, вся сила там. Раз, два. А не так. Раз, два. Вниз не акцентируем. Раз, два. Не делаем. Два. Не делаем. Два. Не делаем. Делаем так. Раз, два. Или раз, два. Теперь подведем итог того, из чего же состоит сильный нокаутирующий удар. Так вот, как вы помните, движение начинается с разгона. Это шаг, шаг или челнок. Шагом или челноком, я буду показывать челнок, чтобы не разменяться. Шагом мы заряжаем нашу пружину. Зарядили пружину. Значит, движение, зарядили пружину. После этого, когда пружина выстреливает, помогая задней ногой, это движение пружины мы усиливаем разворотом. Раз, вот здесь. Запускаем мы весь тело, всю эту конструкцию, силу пружины, силу шага, силу разворота запускаем в цель. И в конце концов наша цель — это соперник, это лицо, челюсть, перчатки, что угодно. Сила — это очень большая, что я даже думаю, через перчатки можно нокаутировать или нанести ощутимый ущерб или потрясти соперника.
и приводим туда. Не цепляясь ногой, не отдавая свою силу полу, не растрачивая энергию, собрав всю энергию, направляем ее в соперника. Шаг, взрыв, шаг, взрыв, разворот и удар. Сейчас я попробую это сделать тоже с перчатками, чтобы это было более наглядно. Так вот, делаем шаг, взрыв, раз и туда. Все, удар выглядит как обычный удар, но с небольшой разницей. Просто я здесь не держусь, моя задняя нога, структура всего моего тела ни силу не отбирает, и не мешает мне развить этот удар, не мешает мне, как вот если бы я запустил движение, и нога моя не дала бы, вот она держала бы здесь. Раз, и нога зацепила меня, как якорь, и не дает мне туда. Я ее просто, ею не держусь. А вся сила, без всяких сопротивлений, вся масса тела, вся сила от разгона этой массы тела летит, вкладывается удар. Вкладывается удар. И конечная точка у нас всей этой массы, она ударит. Вот так. Раз, два, сюда. Это выглядит так, как мы говорили. Сначала заряжаем, шаг, первый шаг, развиваем, начинаем движение развитием силы, разгоняя силу шагом, взрыв, пружина, пружина и конечная точка. Пружина и конечная точка. Но, конечно, основной принцип силы удара — это, так сказать, использование всей массы тела без ее остановки, без потерь силы по пути самого удара, без вмешательства, без мешания самому себе, без обворовывания самого себя. Вот это движение, чтобы оно было такое, как супермен кросс, такой запустили, и вот он летит и разрушает все на своем пути. Туда воткнули, и вся сила здесь, вся тело. Это бьет все тело. Все тело останавливается здесь. Даже удар очень сильный получается. В руке даже больно. А усталости или напряжения в теле, или каких-то побочных явлений, которые говорят от ударов в руки, то есть голова болит или что-то. Ничего такого. То есть сильный удар, силы, можно сказать, практически не тратятся, но удар очень получается сильный. Вот он здесь летает как. И если бы слышали, даже стена, так можно сказать, содрогается. И нигде потерь нету. Так что, мои дорогие любители бокса, я приглашаю всех попробовать это. И я думаю, вы почувствуете, что это может вылиться в что-то очень интересное и во что-то очень разрушительное. Буду рад, если это вам окажется полезным. До следующего видео.